Мы живем в мире, который обожает красивые истории. Не точные, не проверенные, не исторически честные, а красивые. Те, что удобно ложатся в учебники, в фильмы, в мемы, в школьные легенды. Те, которые легко запомнить и приятно пересказывать. И постепенно эти сказки становятся реальностью гораздо прочнее, чем сами факты. Мы знаем про Ньютона и яблоко, про Галилея, который якобы бросал ядра с Пизанской башни, про средневековье, где никто не мылся, про викингов с рогами, про 10% мозга, про золотую рыбку, которая не помнит ничего. Это все звучит невероятно убедительно, потому что повторялось десятилетиями. Но есть одна маленькая деталь. Эти истории никогда не происходили. Большая часть того, что мы считаем общеизвестными фактами, это поздние выдумки, пропаганда, литературные украшения, театральные штампы или просто мемы, которые внезапно стали частью культуры. Люди готовы спорить до хрипоты, защищая то, что никто никогда не проверял, потому что мифы становятся частью нашей идентичности. Они объясняют мир проще, чем правда. Но у этой красоты есть цена. Каждый раз, когда мы принимаем миф за факт, мы перестаем понимать, как все было на самом деле. Мы заменяем реальность удобной версией, и чем популярнее становится легенда, тем труднее вернуть ее на землю. Сегодня мы разберем 33 истории, которые изменили мир, хотя не происходили вообще. Они формировали наше понимание науки, истории, культуры, общества, и все это без малейшего отношения к реальным событиям. Готовы? Пристегнитесь. Сейчас мы аккуратно, но безжалостно вынем из вашей головы десятки фактов, которые никогда не были правдой. После этого ролика вы будете смотреть на мир иначе и, возможно, перестанете верить любой красивой сказке, даже если она пришла из школьного учебника. Ньютон и яблоко – история, которой не было. Легенда о том, что Ньютон сидел под яблоней, получил удар по голове и вдруг осознал законы гравитации – это одна из самых успешных рекламных кампаний науки. Ее рассказывают детям в школе, повторяют взрослые, на нее делают мемы, а дерево в поместье Ньютона превратили почти в святыню. Проблема только в одном. Все это не более чем поздняя литературная драматизация. В реальности Ньютон действительно размышлял о том, почему Луна не падает на Землю так же, как падает яблоко, но никакого ударила по голове озарила не было. Во-первых, сам Ньютон об этом не писал. Во-вторых, первый источник легенды появился только через десятилетия после его смерти. Его ученик Уильям Стакли пересказал историю со слов Ньютона, который любил украшать свои научные размышления метафорами. Скорее всего, яблоко просто упало где-то неподалеку, и Ньютон использовал этот образ как удобное объяснение сложной идеи ученику. Но людям гораздо приятнее верить в картинку. Гений сидит под деревом, получает небесный пинок и тут же открывает тайны Вселенной. Это превращает науку в миф, а ученого в персонажа комикса. На самом деле все было куда скучнее и куда гениальнее. Ньютон годами работал над математикой движения, выписывал формулы, делал расчеты и приходил к выводам шаг за шагом. Не вдохновение ударило его по голове, а десятки ночей, проведенных за черновиками. Но кому интересны черновики, когда можно рассказать про яблоко? Эйнштейн – плохой ученик, который едва не провалил школу. Образ гениального двоечника – это мечта всех подростков, которых ругают за математику. Поэтому легенда о том, что Эйнштейн был слабым учеником, мгновенно прижилась. Удобно думать, что даже величайший физик начал с троек, значит и у меня еще все впереди. Но правда в том, что Эйнштейн никогда не был плохим учеником. Он был слишком неудобным учеником. Миф появился из-за неправильной интерпретации его школьных оценок. Когда Эйнштейн учился, система оценивания в Германии была обратной. Единица – отлично, 6 – плохо. Позже историки, не зная об этом, увидели в его дневниках оценки 1 и решили, что это какие-то провалы. На самом деле это были высшие баллы. Но даже если оставить цифры в стороне, Эйнштейн выделялся не глупостью, а конфликтностью. Он ненавидел зубрежку, спорил с учителями, отказывался подчиняться армейской дисциплине, которую тогда пытались внедрять в гимназиях. Учителя считали его дерзким, неуправляемым и слишком умным для своего блага. Несколько педагогов прямо писали в характеристиках: он задает слишком много вопросов, которые выходят за рамки урока. Проще говоря, Эйнштейн не вписывался в систему, которая не была рассчитана на людей, мыслящих нестандартно. Но к плохим ученикам это не имеет никакого отношения. По математике он шел с опережением программы, а в 12 лет самостоятельно освоил интегральное и дифференциальное исчисление. Так откуда же взялся миф? Позже журналисты начали искать красивую историю в биографии Эйнштейна. И что может быть лучше, чем гений, который начинал с нуля? Миф идеально продавался и быстро заменил реальность.
Но правда куда менее романтична и куда более интересна. Эйнштейн не был двоечником. Он был тем, кого система не могла сломать. И именно поэтому он стал Эйнштейном. Архимед и его легендарная Эврика. Фраза, которую никто не слышал. История о том, как Архимед голым выбежал из бани, крича «Эврика», одна из самых живучих сцен, которые придумало человечество. Ее показывают в мультфильмах, объясняют детям в школе, ставят в театральных постановках. Она превратилась в символ внезапного озарения. Мол, гений настолько увлекся открытием, что забыл надеть одежду. Проблема только в том, что эта история появилась спустя столетия после самой жизни Архимеда. Ни один современник ученого, ни один документ того периода не упоминает беготню по улицам Сиракуз. И уж точно никто не фиксировал фразу «Эврика». Ее добавили позже, чтобы драматизировать открытие принципа выталкивающей силы. Первым, кто описал эпизод с ванной, был римский писатель Витрувий, и сделал он это примерно через 200 лет после смерти Архимеда. А Витрувий не был очевидцем, не ссылался на документы и вообще передавал историю как устную легенду. То есть уже в его время это был по сути пересказ байки. Так почему же легенда пережила века? Потому что она идеально показывает то, что любит массовая культура. Простое объяснение сложного явления. Открытие Архимеда – это тонкий математический анализ плотности и объема. Но рассказать школьникам про плотность золота сложно. А вот голый мужик, который внезапно все понял, легко. И да, в реальности Архимед был куда менее импульсивным человеком. Он был педантичным математиком, помешанным на доказательствах, графах и вычислениях. Он не выбегал на улицу, но он мог неделями сидеть над расчетами, забывая поесть. Он не кричал «Эврика», но он точно произносил длинные формулы, от которых современный школьник убежал бы куда быстрее, чем Архимед из бани. Миф живет, потому что он удобная метафора. А правда в том, что великие открытия редко приходят в один миг. Они приходят людям, которые годами сидят над задачами, которые остальные бросили бы через 5 минут. Галилей и легенда о фразе, которую он никогда не произносил. Галилей стоит перед инквизицией, его заставляют отречься от идеи, что Земля вращается вокруг Солнца. Он подавленный подписывает признание. Но, как рассказывает легенда, встает, топает ногой и шепчет. И все-таки она вертится. Сильная сцена, кинематографичная, прямо созданная для учебников. Но есть одна проблема – она полностью выдумана. Ни один документ 17 века, ни одно письмо самого Галилея, ни записи Инквизиции, нигде нет ни намека на эту фразу. Более того, в исторических источниках она появляется только спустя 120 лет после смерти ученого, и даже тогда как анекдот, а не как факт. Откуда она вообще взялась? В 18 веке Европа переживала новый всплеск интереса к идеям свободы мысли. Галилей оказался идеальной фигурой. Ученый, которого сломала церковь, но которого не удалось уничтожить духовно. Писатели и журналисты романтизировали его историю, добавляя яркие штрихи. Героический вздох, дерзкий шепот, знак непокорности. Фраза «Эпур си мове» стала символом сопротивления, хотя сам Галилей, скорее всего, в тот момент думал о том, чтобы еще раз не разозлить трибунал. Историки сходятся на том, что Галилей был блестящим ученым, но очень осторожным человеком. Он понимал, что одно неверное слово может стоить ему свободы или даже жизни. Представить, что он рискнул бы шепнуть дерзость перед инквизиторами, которые только что вынесли ему приговор, значит не понимать атмосферу того времени. Но людям нужна красивая мораль. Смельчак, который защищает науку, несмотря на давление системы, это великолепный образ. И если его не существовало в реальности, его пришлось придумать. Правда, куда менее громкая, но куда более важная. Галилей не шептал дерзких фраз. Он просто продолжал работать. И его идеи, тихие и математические, все равно победили. Тесла и миф о супероружии, которого он никогда не строил. Никола Тесла – идеальная фигура для мифотворчества. Гений-одиночка, странные привычки, загадочные эксперименты, громкие заявления – все, что нужно, чтобы превратить ученого в полубога. И именно поэтому вокруг него вырос один из самых стойких мифов. Будто бы он создавал луч смерти, сверхоружие, способное уничтожать самолеты, армии и целые города. Звучит впечатляюще, но документы говорят о другом. Начнем с того, что Тесла действительно выступал с идеей установки, которая могла бы создавать направленный поток частиц. Но он описывал ее как оборонительную систему, способную сбивать вражеские самолеты на подлете. Что-то вроде ранней фантазии о ПВО. Это было время, когда войны становились механизированными, и все искали способы сделать войну невозможной. Тесла мечтал о технологии, которая отпугнула бы агрессоров. Но что важнее, он никогда не построил работающий образец. В
В его дневниках нет чертежей луча смерти, нет записей о завершенных экспериментах, нет схем и измерений. Есть только общие идеи и попытки привлечь инвесторов. Ученые, знакомившиеся с его описаниями, считали их неполными или физически невыполнимыми. Так откуда же взялась легенда? После смерти Теслы его бумаги изучали агенты ФБР. Газеты подхватили это и превратили в историю о секретных разработках. Голливуд позже довел миф до абсурда. Теслу стали изображать как создателя энергетических пушек и технологий, опередивших человечество на столетия. Интернет подлил масло в огонь. Иллюстрации, переделанные цитаты, рассекреченные документы, которых на самом деле никто не видел. В итоге Тесла превратился не в реального ученого, а в персонажа комиксов. Мистического инженера, который чуть не взорвал планету и создал оружие, которое скрывает правительство. Но правда куда менее драматична и куда более интересна. Тесла не строил супероружие. Он строил идеи, многие из которых так и остались идеями. И если его образ нуждается в героизации, это говорит не о Тесле, а о нас. Флеминг и случайная плесень, которая якобы спасла мир. История о том, как Александр Флеминг однажды вернулся в лабораторию, увидел плесень в чашке Петри и по счастливой случайности открыл пенициллин, это без преувеличения один из самых популярных научных мифов 20 века. Она прекрасна. Мир спасла случайность, судьба вмешалась. Гениальное открытие произошло благодаря забытым дверям и открытым окнам. Но правда куда сложнее и куда менее романтична. Начнем с главного. Флеминг действительно обнаружил плесень случайно, но это не было открытием пенициллина как лекарства. Он увидел зону вокруг грибка, где бактерии не росли, зафиксировал, опубликовал заметку. И на этом все. Он не смог очистить вещество, не понял, как стабилизировать его, не разработал лекарства и даже не считал, что открытие имеет практическую ценность. В течение последующих 10 лет никто не мог повторить его эксперименты так, чтобы получить устойчивый антибиотик. 10 лет! Если бы все решило счастливое совпадение, человечество бы умерло от банальной пневмонии еще в 40-х. Настоящий прорыв сделали другие – Говард Флори и Эрнст Чейн. И вот они как раз работали не случайно. Десятки экспериментов, сотни литров ферментаций, бессонные ночи, попытки очистить вещество, поиски химических стабилизаторов. Именно они превратили плесень в лекарство. Именно их лаборатория дала миру первый миллион доз. И именно их работа сделала пенициллин массовым. Так почему же все приписали Флемингу? Потому что история требует героя, а не команды. Ученый-безумец, случайно спасший мир, продается. Годы мучительных биохимических расчетов и производственных оптимизаций? Нет. Когда в 1945 году вручали Нобелевскую премию, Флеминг стал лицом открытия. Его легче было показать публике. Его история была красивее, а значит, победила. И вот что самое важное. Человечество спасла не случайность, а упорная наука, которую никому не хотелось превращать в легенду. Но легенда оказалась сильнее фактов. Мария Кюри и миф о женщине-одиночке, которая сама открыла радий. Мария Кюри стала символом женского дения, и справедливо. Но вместе с признанием к ней прилепился миф, который упрощает реальность до голливудской сказки, будто она в одиночку стояла у расплавленных тиглей, сама обрабатывала тонны руды и одна совершила величайшее открытие в радиохимии. Этот образ прекрасен, но неверен. Мария Кюри действительно была умнейшим научным умом своего времени, но радий – это результат командной работы, где ключевые роли играли как минимум 3 человека – Мария, ее муж Пьер и химик Андре де Бьерн. Мария не сидела одна в лаборатории, окруженная горой пробирок. Это художественный образ, созданный позже для вдохновения будущих поколений. Реальные условия их лаборатории были адскими. Маленькое неотапливаемое помещение, постоянная сырость, примитивные приборы, ручная переработка тонны смоляной обманки, чтобы получить миллиграммы вещества. Лаборатория Кюри – это не храм одиночного гения, а производственный ад, где трудились 2 взрослых ученых и несколько ассистентов. Пьер отвечал за тонкие измерения, которые сделали открытие радия возможным. Де Бьерн позже разработал методы разделения элементов, которые Мария физически не могла выполнять одна. Даже сама Кюри в письмах подчеркивала: «Мы открыли наш радий, наше исследование». Так откуда взялся миф? После трагической смерти Пьера журналисты начали романтизировать Марию. Из нее сделали мученицу науки, женщину, которая героически сама против всего мира добыла радий. Этот образ был мощным, он вдохновлял и продавался, поэтому от него никто не спешил отказываться. Но правда куда интереснее. Мария была не одиночкой, а лидером команды.
Она не одна открыла радий, она построила научную школу. И именно это гораздо больший подвиг, чем любой романтический миф. Освободители разрушили Берлинский музей. Миф, выросший из непонимания войны. Существует популярная версия, когда союзные войска вошли в Берлин в 1945 году, они якобы разграбили или уничтожили Пергамский музей и другие культурные объекты. Этот миф подается как пример того, что победители не щадили историческое наследие. Но реальность другая и куда менее удобная для сенсаций. Пергамский музей действительно сильно пострадал во время войны, но разрушили его не советские солдаты и не союзники, а массированные авианалеты, которые обрушились на Берлин в 1943-1944 годах. Бомбы повредили крышу, разрушили часть экспозиции, нарушили климатические хранилища. К моменту падения Берлина музей уже был полуразрушенной коробкой. Большинство самых ценных экспонатов заранее вывезли в шахты и бункеры, как делали все стороны конфликта. И именно советские специалисты позже подняли, каталогизировали и сохранили огромный объем музейных коллекций. Многие артефакты не просто избежали уничтожения, а были восстановлены именно благодаря работе трофейных бригад с документами, описаниями, консервацией. Откуда же взялся миф? После войны каждая страна рассказывала свою версию произошедшего. Для западной прессы было выгодно показать, что СССР обращался с культурным наследием варварски. Для советской, наоборот, скрыть любые неудобные истории. На этой почве родились десятки сплетен, анекдотов, политизированных пересказов, и постепенно они превратились в общеизвестный факт. Но исторические документы говорят простую вещь: музей разрушила война, а не освободители. А миф живет потому, что людям нравится версия, где можно обвинить конкретную сторону, и не думать о том, что настоящие разрушения были следствием тотального, обезличенного ужаса бомбардировок. Падение Рима было внезапным. На самом деле распад растянулся на столетия. В учебниках все выглядит драматично. 476 год. Римская империя пала. Точка. Будто вчера стояли легионы, а сегодня тьма, варвары, костры и конец цивилизации. Но это красивая, удобная и совершенно ложная история. Рим не рухнул за один день. Он растекался, трескался, мутировал и распадался почти 300 лет. И никто в этот момент не понимал, что империя падает. Представьте огромный механизм, который продолжает крутиться по инерции, даже когда детали давно ржавые. Все еще работают законы, рынки, дороги, налоговая система, чиновники. Просто все чуть хуже, чем раньше. Люди жалуются, хлеб подорожал, опять эти варвары с севера. Император никакой. Но никто не пишет в дневнике: ну все, завтра мы окончательно падаем. С VI века Рим был скорее идеей, чем огромным государством. Империей, где границы расплывались, власть дробилась, а провинции жили своей жизнью. Варвары не уничтожали Рим, а встраивались в него. Служили в армии, женились на местных, занимали должности. Развал шел тихо, постепенно. Как экономический кризис, который длится десятилетиями, пока однажды мы не смотрим назад и не понимаем: а ведь уже нет того государства, которое было раньше. Так почему же людям нравится миф о внезапном падении? Потому что он дает простую драматическую точку. Легкий сюжет. Был Великий Рим, пришли варвары, империя исчезла. Мы любим, когда у истории есть четкий финал. Но реальный финал Рима – это долгий переходный период, где старое гнило, а новое постепенно поднималось, пока однажды историки не поставили удобную дату. Ну пусть будет 476. На самом деле распад Рима больше похож на медленное угасание огромной сети, как если бы интернет исчезал не за день, а за 200 лет, пока люди по привычке все еще ищут Wi-Fi среди руин. Средневековье – темная эпоха. На самом деле наука росла, города строились. Образ средневековья обычно один – мрак, грязь, суеверие и люди, которые боятся солнца. Но реальность была куда менее драматичной. Эпоха между V и XV веками – не провал в развитии, а медленный, но стабильный рост. Строились города, развивались ремесла, открывались университеты, совершенствовались астрономия и математика. Да, темпы были не такими быстрыми, как в эпоху Возрождения, но вовсе не нулевыми. В это время появляются водяные и ветряные мельницы, улучшенные сельскохозяйственные инструменты, первые механические часы, развитая архитектура от романских соборов до готики. Люди путешествовали, торговали, обменивались знаниями, а церковь, вопреки стереотипам, часто была центром образования, где переписывали и сохраняли античные труды. Так откуда же миф о тьме? Его придумали ученые нового времени, чтобы выгодно контрастировать себя с прошлым. Мы прогресс, они отсталость.
Удобно, но неправда. Средневековье не тьма. Это долгий строительный этап Европы, на котором выросли будущие научные революции. Пилоты сбрасывали монеты перед полетом на удачу. Голливудская придумка. Кинематограф обожает романтизировать авиаторов. Вот пилот, вот маленькая монетка, вот трогательный ритуал перед взлетом. Но в реальности такого обычая не существовало. Монеты перед вылетом никто не бросал, ни в Первую мировую, ни во Вторую, ни позже. Пилоты верили в приметы, но они были куда прозаичнее. Счастливые шарфы, жевательная резинка, любимые перчатки. Монетка на удачу появилась в фильмах середины 20 века. Хороший визуальный символ, который легко понять зрителю. И он так прижился, что стал выглядеть историчным. Но документов, воспоминаний или фотографий, которые подтверждали бы подобную традицию, нет вовсе. По факту это просто красивый драматический жест, который оказался удобнее правды. Историчностью там и не пахнет. Королева Виктория запретила секс, ее образ очернили позже. Если верить интернету, то эпоха Виктории – это время, когда люди прикрывали ножки стульев, чтобы не возбуждать мужчин, боялись произносить слово «нога» и занимались сексом только в темноте, под одеялом и по расписанию. А королева якобы лично запретила сексуальность и превратила общество в стерильную машину подавления. Это красиво, смешно и удобно. Проблема одна – это неправда. Историки давно установили, что викторианская Англия была вовсе не такой пуританской, как ее рисует массовая культура. Королева Виктория не вводила никаких запретов на интимную жизнь. Напротив, она обожала своего мужа Альберта, писала о нем страстные письма, открыто говорила о близости и родила 9 детей. В личных дневниках Виктории полно нежности, эмоций и совершенно земных чувств. Тогда почему появился миф о холодной Виктории и эпохе, где секса не было? Во-первых, в 19 веке действительно усилилась моральная риторика, но она была продуктом буржуазного общества, индустриализации и борьбы за нормы поведения. Это сделали церковные деятели, реформаторы, политики, но никак не королева. Во-вторых, сознательно выдуманный образ ледяной Виктории стал популярным в 20 веке, когда британское общество хотело дистанцироваться от прошлого. Кино, книги и журналисты охотно демонизировали эпоху. Она стала удобным анекдотом, мемом, собирательным образом скучной и забитой Англии. И главное, викторианцы были куда сложнее. Да, они говорили о нравственности, но при этом существовали публичные дома, эротические открытки, любовные романы, тайные клубы и бурные личные жизни политиков. Параллельно с пуританизмом расцветала интимная культура, просто не принятая в официальном дискурсе. Так что Виктория запретила секс – это не факт, а поздняя карикатура. Удобный символ прошлого, которое мы предпочли упростить, чтобы посмеяться над ним и почувствовать себя прогрессивнее. Крестовые походы, религиозный фанатизм? На самом деле мотивы были куда политичнее. Школьные мемы рисуют крестовые походы как простую картинку. Толпы обезумевших фанатиков, которые под лозунгом «Бог этого хочет» пошли убивать всех подряд. Удобная схема, понятная, эмоциональная, черно-белая. Но реальность совсем другая. Историки давно знают, религия была лишь фасадом, громким лозунгом. Мотором крестовых походов служили политика, экономика и геостратегия. Что действительно стояло за походами? Контроль торговых путей. Восток был машиной богатства, специи, шелк, металл, влияние. Европейские королевства видели в этом шанс прорвать экономическую блокаду и выбить себе место в глобальной торговле. Земли и титулы. Для младших сыновей феодалов крестовый поход был социальным лифтом. На родине им нечего было наследовать, а на Востоке шанс получить собственное княжество. Политическая игра папства. Рим боролся за власть в Европе. Организация крестовых походов давала папе рычаг влияния на королей, объединяла под его флагом разрозненных феодалов и укрепляла собственное лидерство. Внутренние проблемы Европы. Крестовые походы были удобным способом перенаправить агрессивную знать наружу, вместо бесконечных внутренних войн. А где же слепая религиозность? Она была, но ее роль сильно преувеличена. Церковь использовала религиозный настрой как инструмент мобилизации, но рядовые участники походов шли не из чистой веры, а из сочетания страха, надежды, жадности и желания начать новую жизнь. Почему миф так живуч? Потому что история, в которой фанатики идут творить зло, выглядит проще и морально однозначнее, а сложная политико-экономическая картина не так эффектна. Кино, учебники и массовая культура охотно редуцируют крестовые походы до религиозного безумия.
На самом деле это были геополитические операции, маскированные под священную миссию. И именно поэтому их последствия ощутимы до сих пор. Викинги носили рога – выдумка оперы 19 века. Образ викинга у большинства один. Яростный воин, шлем, обязательно с двумя рогами, будто у быка. Но археология говорит простое и скучное. Ни один настоящий викинг не носил рогатого шлема в бою. Вообще. Никогда. Откуда взялась эта картинка? В 19 веке Европа переживала романтический бум. Художники, поэты и композиторы создавали эпичные версии прошлого. Яркие, пафосные, нарядные. Именно тогда художники, работавшие над костюмами для опер Вагнера, придумали рогатые шлемы. Это было эффектно, театрально и идеально подходило под грандиозную музыку. Публика увидела и поверила. А затем этот образ перекочевал в иллюстрации, журналы, комиксы, кино. Так рога и стали исторической правдой, которой никогда не было. Почему настоящие викинги не носили рога? Потому что это абсолютно неэффективно. Рога делают шлем тяжелым и неустойчивым. За них удобно хватать в бою. Удары по ним передаются прямо в голову. Они невозможно мешают в ближнем бою и на корабле. Настоящие боевые шлемы викингов были простыми, гладкими, функциональными. Никакой лишней декоративности, только выживание. Были ли у скандинавов рога в принципе? Да, но не на голове. Рога использовали в обрядах, ритуалах, украшениях, символике. Они могли появляться в искусстве, но не как часть боевого доспеха. Почему миф живет до сих пор? Потому что он ярче, чем историческая правда. Рогатый викинг – идеальный визуальный мем. Он узнаваемый, смешной, мощный. И массовая культура предпочитает эффектность точности. На деле же это всего лишь ошибка театрального художника, которая стала глобальным заблуждением. Леонардо да Винчи рисовал только левой рукой. На самом деле он был амбидекстром. Легенда рисует Леонардо почти волшебником, гений левша, который будто бы принципиально работал неправильной рукой наперекор эпохе. Звучит красиво, но правда гораздо интереснее. Леонардо пользовался обеими руками. Он писал зеркальным письмом левой, рисовал и чертил то левой, то правой. Его тетради показывают поразительную гибкость. Руки он менял так же свободно, как темы исследований. Почему же миф укоренился? Потому что левша гений – удобная медиакартинка. Редкость, загадочность, не такой как все – все это усиливает ауру сверхчеловека. Источники позднего времени лишь подыграли, повторяя друг за другом один и тот же штамп. Но в реальности Леонардо был не левшой, а человеком, которому тело подчинялось так же хорошо, как интеллект. Амбидекстрия давала ему свободу и в рисовании, и в письме, и в изобретательствах. Это делает его не менее уникальным, чем миф, но куда точнее. Клеопатра была египтянкой, на самом деле она гречанка. Поп-культура упорно рисует Клеопатру как настоящую египетскую царицу, прямую наследницу фараонов, воплощение Нила, песков и пирамид. Но историки давно повторяют одно и то же. Клеопатра была гречанкой по происхождению, из династии Птолемеев, основанной военачальником Александра Македонского. Почему все думают иначе? Потому что образ египетской красавицы работает лучше. Он драматичнее, экзотичнее и проще запомнить. А реальность? Ее род на протяжении 3 веков правил Египтом, но почти не смешивался с местным населением, женясь внутри семьи. Что делает историю Клеопатры уникальной? Она стала первой из Птолемеев, кто выучил египетский язык, общался с жрецами, уважал местные традиции и сознательно строил образ матери Египта. То есть египтянкой она была скорее политически, чем этнически. Почему миф живет? Потому что фильмам, сериалам и комиксам нужен яркий, простой архетип. Последняя египетская царица звучит куда эффектнее, чем греческая правительница, умело игравшая на национальной идентичности. Но факты остаются фактами. Клеопатра – греческая правительница, принявшая египетскую роль настолько убедительно, что мир поверил ей на 2000 лет. Мона Лиза – портрет жены торговца, спорная версия, которая разрослась в миф. Школьные учебники и экскурсоводы любят уверенно заявлять: на картине изображена Лиза дель Джаконда, жена флорентийского торговца. Звучит солидно, конкретно, будто вопрос давно закрыт. Но на самом деле это всего лишь одна из версий, причем не самая надежная. Откуда взялась жена торговца? Из заметки Джорджо Вазари, написанной через десятилетия после смерти Леонардо. Он никогда не видел модель лично, не общался с Леонардо и записал историю со слов третьих людей. Других документов, подтверждающих, что позировала именно Лиза дель Джаконда, не найдено. Какие есть альтернативы? Их много, и некоторые звучат убедительнее. Что это самопортрет Леонардо в женском образе, что модель – идеализированный собирательный персонаж,
Что портрет заказал вовсе не торговец, а могущественный Медичи, что Мона Лиза – философская аллегория, а не портрет конкретного человека. Почему миф закрепился? Потому что людям хочется простой истории. Есть художник, есть заказ, есть модель, все ясно. Но у Леонардо не было привычки подписывать или объяснять свои работы. Он мог писать картину годами, переделывать, забирать ее у заказчика и изменять композицию так, что она теряла связь с первоначальной идеей. Что мы знаем точно? Личность модели остается неустановленной. Версия про жену торговца удобная, но далеко не доказанная. И это делает Мону Лизу еще загадочнее. Одна из самых узнаваемых картин мира может быть портретом человека, которого мы, возможно, никогда не найдем. Пифагор открыл теорему Пифагора. Формула существовала за 1000 лет до него. В школе все просто. Был Пифагор, он открыл теорему, мир сказал «Вау» и записал его имя в учебнике. Но реальная история математики устроена куда запутаннее. Теорема была известна задолго до Пифагора. Археологи нашли таблички Вавилона, датированные 16 веком до нашей эры, то есть за 1000 лет до рождения Пифагора. И на них уже есть тройки чисел, которые удовлетворяют соотношению а в квадрате плюс b в квадрате равно c в квадрате. Более того, подобные соотношения встречаются в Китае и Индии, в трудах, которые появляются столетиями раньше Пифагора. Что сделал Пифагор на самом деле? Он не придумал формулу, он систематизировал знания, ввел доказательства и превратил наблюдения в строгую математическую теорему. Скорее всего, это была работа школы Пифагора, а не одного человека. То есть вклад Пифагора не в изобретении, а в оформлении идеи. Почему миф прижился? Потому что проще объяснить. Есть имя, есть формула, есть персональная заслуга. Но математика редко работает так однолинейно. Большинство идей – результат огромной культурной эстафеты, где одни цивилизации подхватывают открытия других. Ирония в том, что теорема Пифагора – это прекрасный пример того, как исторический ярлык вытеснил реальную историю науки. Имя украсило формулу, но не отражает ее происхождение. Правильнее было бы говорить, Пифагор доказал теорему, которая была известна задолго до него. Но согласись, в учебник такое не помещается красиво. Шекспир придумал английский язык. На самом деле его формировали сотни авторов. Шекспира любят представлять как человека, который создал современный английский. Дал ему лексику, стиль, структуру, буквально переписал язык с нуля. Но это красивый миф, который не выдерживает фактов. Что сделал Шекспир на самом деле? Он действительно ввел в широкое употребление десятки ярких выражений, придумал множество метафор и необычных словосочетаний. Но он не изобретал язык, он играл тем, что уже существовало. В эпоху Шекспира английский как раз переживал огромный подъем. Писатели, ученые и переводчики создавали словари, переводили Библию, заимствовали слова из латинского, французского и итальянского. Это была коллективная работа сотен людей. Шекспир стал самым талантливым пользователем языка, а не архитектором его структуры. Откуда появился миф? Его влияние действительно колоссально. Школьные учебники любят упрощать. Англичанам приятно думать, что их язык создал один гений. Поп-культура превращает писателей в сверхлюдей. В итоге сформировалась картина «До Шекспира ничего не было, после Шекспира появился английский». Но это настолько же неверно, насколько утверждение, что один музыкант придумал всю мировую музыку. Как правильнее смотреть на историю языка? Шекспир – вершина волны, но не сама волна. Он создавал красоту на языке, который уже был богатым, гибким и зрелым. Ирония в том, что величие Шекспира от этого не уменьшается. Наоборот, он доказал, что можно взять привычные слова и сделать из них вечность. Пикассо рисовал как ребенок. На самом деле он владел академическим мастерством лучше большинства художников. Фраза «и я так могу» стала мемом. Картины Пикассо, кривые лица, разорванные пропорции, смещенные взгляды выглядят нарочито простыми. И миф о том, что он рисовал как ребенок, идеально под этот образ ложится. Но реальность диаметрально противоположна. Пикассо был академическим монстром. В 12-14 лет он писал такие реалистичные портреты, что взрослые художники чувствовали себя рядом с ним студентами. Точные анатомические наброски, идеальные гипсовые головы, глубокие тени, работа с маслом – он владел всем этим лучше, чем большинство мастеров своего времени. Его ранние картины выглядят так, будто их создал 40-летний профессионал, но их писал подросток. Почему тогда он отказался от реализма? Потому что реалистично рисовать он умел еще до того, как другие вообще учились держать кисть. Его не интересовало повторение мира, его интересовало создание нового способа видеть. Кубизм, искажения, ломанные формы – это не недостаток навыка, а осознанная попытка разорвать традиционное восприятие.
Пикассо искал язык, который способен передать эмоцию, движение и структуру одновременно. Откуда взялся миф про детские рисунки? Зрителю проще воспринимать реалистическое, чем концептуальное. Массовая культура любит упрощать гениев. Критики 20 века усиливали контраст. Рисовал как ребенок, но стал великим. Но это переворачивает все с ног на голову. Пикассо рисовал как ребенок, потому что уже умел рисовать как бог, и только после абсолютного владения формой он позволил себе ее разрушить. Правда намного мощнее мифа. И его картины не результат отсутствия умения. Это результат умения настолько высокого уровня, что художник может позволить себе игнорировать правила. И в этом парадокс. Те, кто смеется над простотой Пикассо, как правило, не способны повторить даже его детские работы, потому что они построены на фундаменте, которого у критиков нет. Пифагор боялся бобов – это не факт, а древний философский мем. Одна из самых странных историй античности. Пифагор, великий математик, якобы панически боялся бобов и запрещал своим ученикам прикасаться к ним. Эта байка всплывает даже в школьных учебниках, как свидетельство его странностей. Но факты говорят, мы не знаем, боялся ли он бобов вообще. Что происходит на самом деле? Источники противоречивы, поздние и, мягко говоря, сомнительные. Одни античные авторы писали, что бобы запрещались в школе Пифагора. Другие писали, что бобы – символ души. Третьи утверждали, что это был метафорический запрет. И только самые поздние добавляли абсурдную деталь про страх. Проблема в том, что ни один источник не был современником Пифагора. Все рассказы о бобовой фобии появились спустя 200 плюс лет после его смерти и часто имели сатирический характер. Почему бобы вообще стали частью легенды? В древнегреческой культуре бобовые символизировали жизнь и смерть, перерождение, участие в выборах, голосовали бобами, нечистоту ритуалов. То есть бобы были философским символом, а не продуктом питания. Пифагор мог использовать их как метафору, а ученики могли понимать ее слишком буквально. Как миф разросся? Поздние авторы, особенно комедиографы, любили высмеивать философов. Пифагор боится боба – отличная шутка, которая прижилась и постепенно стала восприниматься как реальность. Ирония в том, что Пифагор – один из самых мифологизированных мыслителей Древней Греции. Мы почти ничего не знаем о его реальной жизни. Он не оставил собственных текстов, а школа держала учение в тайне. Поэтому любая байка, даже абсурдная, могла прижиться. Мог ли он действительно избегать бобов? Возможно, но боялся ли он их? Этому нет никаких доказательств, только древний мем, переживший 2000 лет. Человек использует только 10% мозга, самый живучий научный миф века. Если бы этот миф был правдой, мы бы все ходили с запасным турбоускорителем, который можно включить при необходимости. Но реальность куда прозаичнее, мы используем мозг полностью, просто не весь одновременно. Откуда взялась цифра 10%? Источники туманные, но ближе всего ошибочная интерпретация слов Уильяма Джеймса и ранних нейрофизиологов, которые говорили, что человек редко реализует свой потенциал. Журналисты превратили философскую мысль в буквальную цифру, а массовая культура размножила ее до бесконечности. Что говорит наука? Современная нейровизуализация показывает, даже во сне мозг активно работает, обрабатывая информацию, эмоции, память. Мыслительный процесс распределен по тысячам нейронных сетей. Нет такого места, которое не используется. Каждый участок мозга отвечает за конкретные функции: движение, речь, эмоции, зрение, слух, ориентацию, память, рефлексы. Если бы мы реально использовали только 10%, любая травма почти всегда была бы безопасной. Но все наоборот. Даже небольшое повреждение мозга приводит к серьезным последствиям, потому что нет пустых зон. Почему миф такой живучий? Он лесный. Кажется, будто внутри нас спрятан супергерой, которого нужно просто разблокировать. Он работает в фильмах. Кино любит сюжет. Герой раскрывает 100% мозга и превращается в гения или мутанта. Он удобен для эзотерики. Все продавцы раскрытия потенциала строят рекламу именно на этом мифе. В чем правда? Мы действительно используем не весь потенциал мышления, но не потому, что мозг простаивает на 90%, а потому что мышление требует обучения, практики, опыта, а не включения скрытых разделов. Мозг — это не компьютер с выключенными секциями. Это живой орган, который работает всегда, полностью, синхронно и невероятно эффективно. Хамелеоны меняют цвет, чтобы сливаться. В реальности это делают ради эмоций, общения и температуры.
Поп-культура уверена, хамелеон — это живой маскировочный костюм. Стоит ему встать на лист, и он становится зеленым, на ветке коричневым, на радуге — радугой. Но на самом деле хамелеоны почти никогда не используют смену цвета для маскировки. Это побочный эффект, а не главная функция. Зачем же они меняют окрас? Эмоции. Злость — яркие контрасты, страх — тусклые тона, возбуждение — насыщенные резкие цвета. Хамелеон как живой индикатор настроения. Коммуникация. Самцы включают яркий окрас, чтобы показать силу сопернику. Самки меняют цвет, сигнализируя готовность к спариванию или наоборот, агрессию. Регуляция температуры. Чем темнее цвет, тем лучше животное поглощает тепло. Поэтому утром хамелеон темнеет, а в жару светлеет. А маскировка все-таки бывает? Да, но редко и обычно как бонус. Хамелеоны изначально живут среди зеленых листьев, и их базовый цвет уже подходит под окружение. Но активная камуфляжная смена цвета под фон – это миф, созданный мультфильмами и рекламой. Откуда возникла легенда? Первые натуралисты 19 века наблюдали хамелеонов в стрессе, а стресс включал резкое изменение окраски. Люди решили, что это реакция на фон. Дальше кино и мультики раздули идею до абсурда. В чем правда? Хамелеон не мастер маскировки, а мастер эмоциональной сигнализации. Он меняет цвет, потому что чувствует, а не потому что сливается. Ирония. Если бы хамелеоны реально умели мимикрировать под любое окружение, наблюдать их в природе было бы практически невозможно. Но они видны ярко, заметно и выразительно. Волки – жестокие альфы, которые подавляют стаю. Реальность. У них обычная семейная структура. Образ волка из документалок 70-х и мужских пабликов один и тот же. Доминантный альфа-самец, который силой удерживает власть, покоряет всех вокруг и правит железной лапой. Но современная этология перевернула это представление полностью. Волчья стая – это не банда, а семья. Наблюдения за дикими волками показали, в большинстве случаев стая состоит из родителей и их детенышей разных лет. Альфа-самец равно обычный отец, альфа-самка равно мать, подчиненные равно подростки и малыши. Нет никаких гладиаторских битв за власть, нет волка-тирана, нет непрерывных разборок за положение. Это нормальная семейная ячейка, где взрослые защищают молодых, молодые обучаются охоте и роли распределены естественным образом. Откуда взялся миф про альфу? Из наблюдений над волками в неволе. В 1940-х ученые изучали случайные группы волков, помещенных в один вольер. Животные, которые не были родственниками, неизбежно конфликтовали. Отсюда возникла картина борьбы за доминирование. Но автор исследования Дэвид Мэтч позже рассказал, это была ошибка. Он сам призвал отказаться от термина «альфа», потому что в природе он не работает. Почему миф до сих пор живет? Потому что он драматичен. Он ложится в основу фильмов, книг, пабликов про мужскую силу, мотивационных курсов и постов про «будь альфой». Правда, гораздо менее пафосно. Волки просто живут обычной семьей. Как выглядит настоящая волчья динамика? Сотрудничество важнее силы. У взрослых почти нет агрессии к детям. Поиск пищи – командная работа. Лидерство – это забота, опыт и ответственность, а не страх и жестокость. И если честно, волчья система куда ближе к человеческой семейной модели, чем к образу диктатора альфы. Если заморозить человека, его можно оживить. На деле это миф крионистов, а не технология будущего. Идея проста и соблазнительна. Умер, тебя быстро заморозили, через 200 лет оттаяли, и ты просыпаешься в мире летающих городов. Крионика подает это как инвестицию в будущую медицину, но на данный момент это научная фантастика, а не процедура с шансом на успех. Почему нельзя просто перемотать смерть? Потому что лед – наш главный враг. При заморозке вода в клетках превращается в кристаллы и разрывает их изнутри, как мини-осколочные бомбы. Органы после такой процедуры напоминают кашу на микроскопическом уровне. Криокомпании используют химические смеси, чтобы уменьшить образование льда. Но они токсичны, они не проникают равномерно, они не предотвращают повреждения на 100%. Но оттаять-то можно? Нет. У нас нет способов восстановить разрушенные клетки, соединить оборванные нейронные связи или вернуть структуру мозга. Чтобы оживить криопациента, будущей медицине пришлось бы починить весь организм до молекулы, восстановить память и личность, запустить работу всех систем синхронно. Это задачи уровня божественного вмешательства, а не прогнозируемые науки. Почему миф так популярен? Потому что он продает надежду. Не нужно умирать, можно поставить жизнь на паузу. Кроме того, термин «заморозка» звучит технологично, хотя по факту это чрезвычайно грубая разрушительная процедура. Что говорит наука?
Ни одно крупное научное учреждение не считает крионику методом продления жизни. На животных нельзя оживить ни один крупный орган после полной заморозки, не говоря уже о мозге. Крионика сегодня – это ритуал, а не технология. Памятник надежде, а не мост в будущее. Голуби тупые. На самом деле они решают задачи, которые многим людям не под силу. Голубя принято считать птичьим бродягой. Ходит, клюет, путается под ногами, значит глупый. Но это один из самых недооцененных мозгов в животном мире. Голуби умеют то, что вообще не ожидаешь от птиц. Ученые выяснили, что голуби способны различать человеческие лица и не путают, даже если человек сменил одежду. Находить рак на снимках МРТ и маммографии, точнее некоторых практикующих врачей. Понимать абстракции уровня одинаковость различия, задание, которое детям дается с трудом. Ориентироваться в городе по памяти так, будто в голове у них карта улиц. Считать до небольших чисел и различать математические категории вроде больше-меньше. Для тупой птицы список выглядит как набор суперсил. Откуда миф? Причина проста. Голуби живут рядом с нами и выглядят не слишком изящно. Мы видим последствия урбанизации, а не природные способности. Голубь, живущий на вокзале, это не представитель вида в идеальных условиях, а выживальщик городской экосистемы. Плюс в поп-культуре голубей делают смешными, и образ закрепляется. Ученые их реально используют. Голубей обучали поиску мин, отбору дефектных семян, сортировке изображений, и они справлялись впечатляюще. Нейробиологи считают голубиный мозг одной из лучших моделей изучения зрительного восприятия и памяти. Итог. Голуби не тупые. Мы судим о них по поведению в грязных городах, а не по реальным когнитивным возможностям. Если бы голуби выглядели как орлы, никто бы не смел называть их глупыми. Золотая рыбка помнит 3 секунды, на самом деле она помнит месяцами. Этот миф живет так давно, что стал шуткой по умолчанию. У него память как у золотой рыбки. Но все наоборот. У рыб память куда лучше, чем у большинства людей в школьных понедельниках. Что показывают эксперименты? Исследования в аквариумистике и нейробиологии доказали, золотые рыбки запоминают маршруты и находят дорогу в лабиринтах, различают музыкальные мелодии и предпочитают одни другим, удерживают в голове цвета и формы предметов, помнят действия, которым их обучили, до нескольких месяцев. Для существа с маленьким мозгом будто встроенная флешка куда больше ожидаемой. Откуда взялась цифра 3 секунды? Это журналистская выдумка, повторенная сотни раз. Она звучит смешно, легко запоминается и идеально подходит для мемов, поэтому и стала фактом. Ни одного научного источника с таким утверждением не существует. Золотые рыбки обучаемы. Им можно ставить задачи уровня, пройти маршрут через кольца, нажать на определенный объект за награду, ориентироваться на визуальные метки. И они справляются стабильно и предсказуемо. Итог. Память золотой рыбки не 3 секунды, а до 3 месяцев. Миф держится только потому, что людям удобнее считать ее декоративным саундапом аквариума, а не живым существом со сложным поведением. Прививки вызывают аутизм. Опасный миф, выросший из одной фальшивой статьи. Это не просто ошибка, это самый разрушительный медицинский миф последнего столетия. Он стоит жизней, подрывает доверие к медицине и продолжает распространяться, хотя научные доказательства против него абсолютно однозначны. Откуда все началось? С публикации 1998 года, где утверждалось, что прививка ММР, корь, краснуха, паротит, связана с развитием аутизма. Автор исследования, Эндрю Уэйкфилд, позже был обвинен во лжи, подтасовке данных и финансовом конфликте интересов. Статья была официально отозвана, а сам Уэйкфилд лишен медицинской лицензии. Что показали реальные исследования? За последние 20 лет было проведено более 150 крупных научных работ, охвативших десятки миллионов детей. Их вывод одинаков. Никакой связи между вакцинами и аутизмом не существует. Вакцины не повышают риск аутизма ни на 1%, ни на 0,1%. Это статистически нулевая корреляция. Почему миф не умирает? Страх родителей. Люди хотят объяснения сложным состояниям и цепляются за ложные причины. Вирусность фейков. Страшная история распространяется быстрее, чем скучная правда. Конспирология. Идея «врачи скрывают правду» всегда звучит захватывающе. В чем настоящая опасность? Когда люди отказываются от прививок, вспыхивают болезни, которые давно были под контролем. Корь, коклюш, краснуха. Тысячи детей страдают, и многие умирают не из-за болезни, а из-за лжи, которую кто-то когда-то придумал ради денег и славы. Итог. Прививки – один из самых безопасных и эффективных инструментов медицины. Миф об их связи с аутизмом – пример того, как одна сфальсифицированная статья способна изменить поведение миллионов.
Самураи делали харакири при любом позоре, сильно преувеличено. Поп-культура превратила харакири в универсальный японский ответ на все жизненные проблемы. Потерял меч — вонзай нож, ослушался хозяина — прощайся с жизнью. На самом деле ритуальное самоубийство было редким, регламентированным и торжественным действием, которое применялось только в исключительных случаях, как форма судебного наказания, чтобы сохранить честь рода. Большинство самураев предпочитали жить, а не разыгрывать сцены из аниме. Пираты хоронили сокровища на островах. Миф литературы. Образы сундуков, закопанных под пальмами, заслуга Роберта Льюиса Стивенсона и его «Острова сокровищ». В реальности пираты не были долгосрочными инвесторами. Они жили быстро, тратили все сразу на ром, корабли, азартные игры и команду. Хранить золото в яме на острове без адреса и координат – глупость, которую не допустил бы ни один опытный морской разбойник. Их клад чаще всего уходил в кабаки, а не в песок. Ниндзя исчезали в дыму. Придумка театра кабуки. Кто создает мифы о ниндзя? Правильно, театр кабуки, где для драматического эффекта использовали дымовые завесы, скрытые люки и трюки. Настоящие ниндзя были разведчиками и шпионами, а не магами тьмы. Никаких растворений в воздухе, прыжков по крышам, как в фильмах, и метаний звездочек на расстояние футбольного поля. Реальные техники ниндзя — это маскировка, переодевание, сбор информации, а не спецэффекты из Mortal Kombat. Гладиаторы были убийцами ради шоу. Чаще они почти не умирали. Голливуд показывает арены как кровавые бани, где бойцы рубят друг друга направо-налево. Историки же утверждают обратное. Стоимость подготовки гладиатора была такой высокой, что владельцы арены не могли позволить себе регулярные смерти бойцов. Большинство поединков заканчивались ранением, сдачей или постановочным завершением. Гладиаторы были спортсменами, а их бои – дорогим развлечением, а не массовым убийством ради зрелищности. Фараоны проклинали гробницы – маркетинг археологов 20 века. Проклятие фараона стало хитом газет после раскопок гробницы Тутанхамона. Но археологи активно раздавали тему сами. Сенсации продавались лучше спокойных научных отчетов. В реальности большинство таинственных смертей имеет логичные объяснения. Инфекции, плесень, болезни, бытовые аварии. Древние египтяне действительно писали предупреждения на стенах, но это были ритуальные формулы, а не угрозы в стиле хоррор-фильмов.